Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня у нас новый урок. Поехали! Поскольку весна все больше и больше вступает в свои права, все больше и больше появляется зеленых красок вокруг нас, у нас уже цветут деревья, у нас уже тепло, ярко, весело, поэтому сегодня мы рисуем зелень на ногтях. Ну, в принципе, мы собирались нарисовать какие-то листики, в принципе, они у нас получились слегка похожие на петрушку, но, тем не менее, петрушка ведь тоже зелень, поэтому я себе не противоречу, рисуем на ногтях зелень. Сегодняшний наш дизайн ногтей мы будем рисовать в технике китайской росписи. Эта же техника еще называется двойной мазок или роспись плоской кистью, или по-разному ее называют, но тем не менее от этого не меняется суть. Суть состоит в том, что у нас на одну кисть набирается сразу же две красочки, они у нас перемешиваются, и сразу же на кисти у нас получается переход краски из одного оттенка в другой, причем он получается очень плавным, и при этом в одно движение кисточки у нас получается выложить вот краску в этот переход. То есть у нас получается одна мазковая роспись, при этом создается сразу же объемный элемент, его не нужно разукрашивать, то есть ему не нужно дополнительно рисовать светотени, потому что они у нас получаются все в одно движение. Самое главное в китайской росписи подобрать хорошо пигментированный материал. То есть у вас не получится китайку рисовать гель-лаками. Гель-лаки для этой техники недостаточно пигментированы. У вас не получится вот такого вот красивого мазочка. И при этом гель-лаки довольно жидкие. Они сплываются, они стекаются, они неконтролируемы. Поэтому для китайской росписи вам необходимы гелевые краски, которые более густые, лучше пигментированы, а если мы возьмем гелевые пасты, то они еще гуще и еще пигментированнее и еще лучше подходят для этой техники росписи. Я непосредственно рисую М-пастами от Эми, то есть красками-пастами, густыми красками, и вот именно в этом материале у меня получается за одно движение кисточки сделать то, что мне необходимо. Ну а в данном дизайне ногтей мы рисуем несколько уровней мазков. То есть мы нарисовали первый уровень, его, конечно же, просушили, потому что если мы будем начинать рисовать по мокрому, у нас за кисточкой потянется предыдущий гелевый материал. Поэтому мы его подхватили в лампе и уже следующий уровень наслаиваем по сухому. Ну и, собственно говоря, каждый уровень у нас рисуется точно так же, как и предыдущий. Мазки у нас получаются довольно плотные, в дублировании они не нуждаются, они получаются и так довольно яркие. Но в дальнейшем мы их немножечко прорисуем для того, чтобы добавить им большей четкости. В общем, нарисовали мы всю свою петрушку и теперь переходим непосредственно к заполнению оставшейся части дизайна. Здесь я решила сделать такой вот линейный градиент, то есть я сделала оттенки зеленого цвета и этими оттенками стараюсь нарисовать линии одинаковые по ширине. То есть у меня в этих линиях цвет становится все светлее, светлее и светлее. Получается такой вот себе градиент, только не с плавным переходом, а вот такой вот линейный. Для того, чтобы получить оттенок светлее, я в свою исходную зелень подмешиваю белый цвет, конечно же, но еще беру немножечко желтого, для того, чтобы уйти более в салатный оттенок, да, такой вот более красивый салатный цвет сделать. Если мы будем делать без желтого, то у нас получится более фисташковый такой вот оттенок. Мне захотелось чего-то более салатового, поэтому я подмешивала еще желтенький. Ну и, собственно говоря, вся роспись состоит в том, что мы рисуем одинаковые по всей толщине линии с двух сторон от нашей центральной, самой темной. То есть вот и весь дизайн. Ничего совершенно сложного, с этим справится даже самый-самый начинающий мастер. Если вы не умеете рисовать китайскую роспись, то вы здесь можете нарисовать что-нибудь другое, наклеить те же самые наклейки, сделать что вашей душеньке угодно и просочеть
сочетать с вот этим вот центральным элементом. Будет все смотреться очень красиво и очень интересно. Поэтому, девчонки, оценивайте свои возможности, смотрите, что вы умеете делать, и то, что вы не умеете, просто выкидывайте и заменяйте тем, что вы умеете. Вот и все создание дизайна. У вас получится свой авторский индивидуальный дизайн ногтей. Ну а мы перекрыли наши ноготочки финишем. Опять же, ноготочки без дизайна мы перекрыли глянцевым финишем, ноготочки под дизайн перекрыли матом. Ну и соответственно переходим к верхней прорисовочке. Верхнюю прорисовку мы опять же делаем пастами без остаточной липкости, они у нас глянцевые. При этом на матовом фоне у нас появляется дополнительный рельеф за счет того, что мы используем глянцевую красочку. И у нас появляется еще дополнительная фактурность нашего дизайна, что тоже очень интересно. Ну и как я уже говорила, мы обрисовываем наши мазочки. Опять же, обрисовываем не по кругу, не делаем из этого всего детскую разукрашку, а выделяем именно те самые остренькие места наших листиков, которые у нас вроде бы как вытарчивают из нашего дизайна. Поэтому, девчонки, не делаем разукрашку, делаем именно бликовую роспись, да, тоненько, красивенько, аккуратненько и продумываем, какие места нам нужно выделить для того, чтобы наш дизайн заиграл. Ну а сам центральный элемент я решила сначала прорисовать просто линиями, но когда я посмотрела, мне захотелось чего-то более мелкого в этом дизайне, да, какой-то мелочевки. Мне показалось, что вот эта вот полоска сама по себе, она вроде бы как крупновата, поэтому я решила ее поделить на более мелкие кусочки, чем прорисовочкой. То есть я линиями тоненькими разделяю всю свою поверхность на вот такую вот сеточку. Ну и при выполнении вот этой вот прорисовки наша основная задача следить за тонкостью наших линий. Вот и все. Об этом я не перестаю вам в каждом своем уроке напоминать, что тонкая линия – это основное в дизайне ногтей. Если вы умеете рисовать тонкую линию, соответственно, вы сможете нарисовать любой дизайн, и любой дизайн будет смотреться просто замечательно.
Ну вот, собственно говоря, и все, наш дизайн ногтей на сегодня готов. Получился вот такой вот безумно весенний, очень яркий, при этом довольно строгий и выдержанный дизайн. Очень замечательно смотрится на фоне цветущих вишен. Девчонки, а я надеюсь, вам сегодня со мной понравилось. Надеюсь, вы для себя узнали что-то новенькое. Напишите мне в комментариях, что было самое полезное в этом ролике. Ну и мы увидимся с вами в новых уроках. Всем до новых встреч. Пока-пока.